больше месяца транслируем. Идея такова, что мы никому не рекомендуем, мы просто советуемся от робототехники, инопланетные технологии, и даже не соревнуемся, кто быстрее, выше, сильнее, а просто обсуждаем, рождаются какие-то новые идеи, мы ими делимся с вами, и если вы хотите, можете даже попробовать что-то взять для себя, возможно, вам что-то понравится. Но, как любит говорить наш инопланетный гость, это все не финансовая рекомендация, это наш эксперимент, то, как мы видим рынок, и я торгую различные монеты, в основном, конечно, слежу за магиком в последнее время, делаю обзоры биткоина, ну а наш любимый инопланетный гость торгует Link. Этот эксперимент-проект помогает очень мне, например, да, не знаю, как тебе, но то, что мы это регулярно делаем обзор рынка, да, то это дает возможность торговать достаточно надежно, стабильно, и результат, конечно, у меня сегодня вообще улучшился в несколько раз. И прорисовывал все сделочки, но вот это вот последнее наше было заседание, тут я вышел, прогноз у нас был на рост, заседали мы где-то вот здесь вот, и я вышел вот здесь, потому что было достаточно поздно, хотелось спать, вот здесь вышел и закрыл. Сегодня зашел с утра, наверное, торговать начал где-то около 9 утра, прокатился вначале в эту сторону, потом в эту сторону, потом в эту сторону, потом сюда. Ну и последнее я сделал небольшую такую ставочку, потом увидел, что рынок пошел еще глубже, ниже, немножко усреднился вот в этом районе и отторговал вот где-то вот, наверное, до этих пор. Получилось сделать 17 сделок, и сегодня я даже перевыполнил свой план. К депозиту получилось 2%, но вообще сделать к той торговой сумме, да, я, во-первых, заходил и в шорт, и в лонг, получилось 100% взять. Эксперимент, как минимум, для тебя и для меня полезный, потому что я тоже вижу положительную динамику развития, да, и у меня уже созрела одна идея, которой мы поделимся. Скажу, приоткрою завесу, она не секретная, эта идея, что сейчас мы, ну, кому-то может быть непонятно, как мы по зернышку собираем те крупицы, из которых складывается потом большой снежный ком. Да, тут я наговорил, зернышки, снежный ком, из зернышек скорее вырастает дерево с плодами. Вот. И точно так же я думаю, что мы с тобой этот эксперимент трансформируем потом, когда удвоенный депозит, мы выведем полностью сумму, и, скорее всего, что можно будет уже рисковать большим процентом, и мы быстрее будем наращивать вот эти халявные, в простонародье, если сказать, финансы, и будем точно так же транслировать, как уже с большим риском, но с правильным подходом можно зарабатывать немножко быстрее. А начинать всегда нужно с безопасности, привыкнуть к торговле, увидеть, почувствовать рынок. Понятно, что его нельзя предугадать, но какое-то понимание, как минимум уровней, диапазонов торговли, оно приходит, и, ну, скажем так, от этого есть польза. Была утром одна, ну такая, она не фатальная ошибка, но это невнимательность. TZ, я поделюсь сначала магиком. Магик ночью закрылся у меня в этой сделке в плюс, потом я утром вот где-то здесь отторговал его тоже в плюс, вышел очень быстро. Сейчас могу взглянуть, там буквально, нет, не здесь, вру, я с 9 торговал, наверное, вот этот вот, да, я вышел, зашел вот здесь на черный и вышел вот здесь на оранжевый, дабы не рисковать, потому что надо было ехать. А потом я уже приехал, что называется, да, увидел, что мы обратно ушли по черную и отторговал еще этот шорт. Вышел где-то вот здесь, в районе зеленой моей линии, если кому-то видно. Ну, цвет не важен, важно, что видны все эти линии, и мы вот здесь вот накапливались, вываливались и в конце концов дошли. Интересно было, что потом я поставился в лонг, и опять я был занят, да, и я отторговал вот до сюда и дальше не пошел. Ну, то есть здесь я, как обычно, как я люблю рассказывать, мы находим, где у нас подтверждение уровня смены тренда, заходим в сделку и дожидаемся сильного уровня. Если есть реакция, не рискую, я лично не рискую, я выхожу, и если потом считаю нужным, вот здесь, допустим, можно было, если бы я был внимателен, я посмотрел бы на это накопление над сильным уровнем и попробовал бы с коротким стопом вот здесь зайти вот в эту сделку. Это было бы очень правильно, грамотно, но я, к сожалению, был в этот момент уже увлечен чем-то другим и не следил, и мог бы забрать вот этот вот весь рынок, да, плавно пододвигая стоп. Как правильно подвигать
подвигать стоп и куда его подвигать, мы говорили уже неоднократно, что если вам интересно, мы расскажем. Ну и потом, когда я освободился, я увидел вот эту вот историю с падением, дождался вот этого прохода оранжевой линии, зашел здесь в сделку и отторговал вот до сюда. Сейчас я пробовал отторговать вот эту историю. Здесь, когда прошли вот этот уровень смены тренда, наверное, надо убрать эту рисунок сделки в сторону, да, я потом уже увидел голову плечи, начал рисовать, тоже, если хотите узнать, какие бывают паттерны, да, и как они, действительно ли они отторговывают, можем с вами пообсуждать это, пишите в комментариях. Я увидел, что мы прошли уровень смены тренда, зашел вот здесь, потом немножко тут нас потаскали, вот, и вот здесь вот я решил не рисковать, вышел, ну и как бы, может быть, был прав, потому что если мы подтвердим сейчас этот выход и пойдем ниже, ну или же мы разовьем события по вот этой стрелке, и тогда вот этот вот паттерн будет актуален. Я примерил сюда этот голову плечи, который здесь есть у нас в инструментах, и просто наблюдаю, не просто наблюдаю, да, ну и тогда сработает вот эта моя теория, которую я получил по сигналу индикатора. Тоже пишите, если вам интересна история с индикатором. У меня получилось, что я две сделки, одна у меня получилась в минус, а вторая получилась в плюс, и они друг друга перекрыли. А потом у меня было еще 3 сделки, вот, о которых я говорил, и у меня получилось порядка, наверное, тоже под 100% еще до наступления вот этой ситуации. Вот здесь вот я вошел, думая, что рынку уже пора бы остыть. Индикатор уже давал сигнал, но здесь, как бывает, что я видел этот уровень, у меня за ним стоял стоп. Вот здесь вот я поставлю прям, где он стоял. Вот. И у меня было продумано, что если здесь не дадут нам пойти вниз, то я усреднюсь возле этой линии и передвину стоп дальше. Я усреднился возле этой линии, но стоп не передвинул. Вот. И вот этим маленьким заколом, да, меня забрало. Я тут же перезашел, поскольку уже прорисован был сценарий, я торговал вот до сюда, здесь я увидел признаки разворота, вышел, ну и получается, что вот это расстояние, оно перекрыло вот это, ну, вот это расстояние прибыли, перекрыло вот это расстояние убытка, и у меня здесь получился нулевой результат. Ну и потом я где-то здесь еще по времени просто помню, что я в районе 2-3 часов, вот здесь, наверное, я еще вот это накопление решил проторговать, по-моему, был сигнал индикатора, и я его тоже до конца не доторговал, где-то вот так вот вышел. То есть в часовом таймфрейме я заметил, что идет какой-то такой, как рупор, да, есть такая какая-то фигура, я даже не помню, что она означает, куда она торгуется, но очень похоже, да, на вот рупор, что прям ручка. Да, здесь вот, наверное, есть куда сказать, здесь, наверное, можно прорисовать, кто говорит, и куда мы пойдем в таком случае. Я не могу сказать, да, потому что мы ходили вверх, ходили вниз. Единственное, что вот эта свеча большая, она считается медвежьей, потому что она одна перекрыла несколько свечей, которые были до нее. К примеру, мы 1, 2, 3, 4 часа росли, и потом за 1 час полностью все это обнулили. Плюс у нас здесь есть сильный уровень, вот здесь мы его пытаемся подтвердить. Я склонен предположить, что можем пойти глубже, ниже. Так это или нет, сейчас очень сложно определить, да, видя, какая ситуация сейчас на рынке. И, наверное, время перейти к биткоину. Просто коснулся его, да, легонько. Прошлый максимум и не перекрыл. Ну, была новость, она довольно громко была заявлена, что один из трейдеров поставил сделку на миллиард на лонг биткоина с 40-м плечом, и, похоже, он прилично заработал. Ну, надо учиться. Да, и, скорее всего, была инсайдерская информация, можно было просто присоединиться где-то вот здесь, увидя, что мы прошли вот этот уровень, да, на него забрались, и можно было пойти выше. Напомню, что у нас есть сценарий из прошлого, который мы ждем, как он себя проявит. Да, если это похоже на сценарий из прошлого, да, если вот это вот это, если вот это вот это, нам осталось совсем чуть-чуть сходить вверх, и потом нас ждет некоторый откат, назовем его так, и насколько он будет глубокий, мы пока не знаем. Но, как правило, мы не откатываясь ниже, нежели прошлый раз начинали расти. Так что не будем о грустном, как будет, так будет. Но Артур Хейс пророчит, по-моему, 250 в этом цикле
биткоину. Ну, а мы на одном из обзоров говорили, сколько рассчитали мы. И если интересно, пересмотрите. Если не хотите пересмотреть, задайте в комментариях, мы еще раз повторим для вас. Вот доминация не падает, индекс доллара остается в районе 100, никаких интересных, волатильность странно себя ведет. Да, Большое спасибо за профессиональный обзор, за твое мнение, за такие прогнозы. Прогнозы, опять же, не являются финансовой рекомендацией, но мы продолжим завтра. До новых встреч, подписывайтесь, ставьте комментарии и поддерживайте нас.